Друзья, кто из вас помнит 2022 год, который стал чуть ли не самым худшим за всю историю криптовалюты? Ведь помните, как, например, масштабный крах биржи FTX задампил биткоин ниже 16 тысяч, XRP тогда упал до 30 центов, эфир до 900 долларов, а про Solana, которая пробила 9 долларов, я вообще молчу. Понятно, что эту коррекцию спровоцировали и многие другие факторы, ведь та же инфляция в США после пандемии выросла до 40-летнего максимума в 9%, а ФРС подняли ставки до 5,5%. Паника на рынке была страшная, все думали, что крипте конец, и многие инвесторы продавали свои монеты и просто уходили. Но не мы, друзья, ведь в те сложные времена для криптовалюты я продолжал снимать для вас видео, где неоднократно говорил, что крипта не умрет. И эта коррекция, как и те, которые были ранее, обязательно закончится. Ну и конечно же, как показала практика, именно коррекция стала самым подходящим временем для того, чтобы войти в рынок и продолжить накапливать различные монеты на дне. Ведь на сегодняшний день тому же биткоину удалось восстановиться более чем на 400%. И это я молчу про максимум выше 100 тысяч долларов. К чему же я веду, спросите вы? А к тому, что сейчас рынок начинает активно выбивать слабые руки для последующего формирования новой фазы роста, за счет чего те, кто не успел прыгнуть в этот криптовагон в середине или в конце прошлого года, получают возможность это сделать сейчас. Но вы, наверное, скажете, в смысле сейчас? Я покупаю и усредняю на протяжении всего года, но все равно мой портфель в минусе, и денег уже нет для покупки монет. Сейчас это очень частая проблема, о которой нам многие пишут в комментариях. Но, друзья, задумайтесь над тем, а правильно ли вы все делаете. Посмотрите, какого соотношения в портфеле придерживаетесь и вообще по какой стратегии накапливаете, а также усредняете. Ведь сами понимаете, купить какой-то мем на все деньги, тем более на пике, в панике его откупить во время падения и сейчас на фоне коррекции говорить, что крипта это скам и здесь нереально зарабатывать, категорически неправильно. А именно так и делает 80%, если не 90% всех людей, которые приходят в крипту. Да, и согласен, коррекцию на рынке никто не любит, но если во время малейшей просадки ваш портфель теряет более 50%, вы явно не следуете моим базовым рекомендациям и игнорируете фундаментал, на который я делаю ставку в этом году. Поэтому сегодня в ролике, помимо разбора последних новостей, событий и причин падения, первое, что мы сделаем, это разберем, насколько сильно может упасть рынок, ведь актуальные индикаторы сигнализируют об уровне для биткоина в 70 тысяч, особенно на фоне заявления Трампа и инфляции. А во-вторых, я проведу для вас мини-лекцию, где поделюсь своим опытом того, что нужно делать во время коррекции, как правильно откупать и усреднять, чтобы спасти свой портфель от больших минусов, придерживаясь основных правил инвестирования. Так что если ваш портфель сейчас в минусе и вы не знаете, что делать, обязательно досмотрите это видео до конца. А в комментариях можете написать, как долго вы инвестируете в крипту и сколько коррекций на рынке вы уже пережили. Лично мне было бы интересно это узнать. И как вы знаете, в комментариях я часто даю рекомендации по портфелю и уровням для покупки тех или иных монет. Так что пишите, буду рад вам ответить. Ну а с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первый вопрос, который возник у каждого криптоинвестора утром во вторник, это почему рынок падает, причем так сильно. Само собой, если не учитывать ряд негативных катализаторов, то самая главная причина такого резкого снижения стало заявление Трампа о скорейшем введении тарифов против Канады и Мексики после небольшой паузы. Конечно, эту новость вы наверняка уже слышали, особенно если вы подписаны на наш телеграм-канал, где подобные события публикуются намного раньше. Но помимо этого, буквально сегодня наши редакторы выложили список монет, которые первыми восстановятся после этой просадки. Поэтому, чтобы узнать их название и ежедневно получать только актуальные свежие новости, подписывайтесь прямо сейчас. Заявления Трампа снова ударили по крипторынку и спровоцировали эффект домино. Ведь после того, как биткоин упал ниже 90 тысяч, ликвидации на крипторынке превысили 1,7 миллиардов долларов. Подобные ликвидации как раз таки наблюдались 3 февраля. Именно в тот день, когда Трамп впервые начал угрожать тарифами. Причем не только Канаде и Мексике, а вообще почти всем. Это мы подробно разбирали вот в этих видео, где я вам говорил, что тарифы оказывают негативное влияние на рискованные активы. И если вы до сих пор не понимаете почему, отвечаю. Тарифы – это дополнительные налоги, которые страна взимает за импортные товары. Например, если Китай продает сталь в США, американское правительство может добавить к стоимости этой стали дополнительные налоги. Это делает китайскую сталь дороже для американских покупателей. Ведь, как правило, компании перекладывают переплату за тарифы на потребителей, из-за чего растут цены, и как результат мы получаем рост инфляции, которая за январь уже пробила
составила 3%. По словам Трампа, это будет укреплять производство товаров США, чтобы не покупать их за границей и стимулировать экономику той или иной страны. А вот те, кто захочет торговать с Великой Америкой, будьте любезны, заплатите за такую роскошь. Но от этих торговых войн страдают не только те страны, против которых вводят тарифы, но и сами штаты. Ведь, во-первых, страны не стесняются вводить ответные тарифы, как тот же Китай, а во-вторых, это очень рискованный шаг, поскольку Трамп как бы пытается защитить экономику США, но с другой стороны он усиливает рост инфляции и портит отношения со своими торговыми партнерами. Фондовый рынок уже отреагировал на угрозу роста инфляции в прошлую пятницу, после того, как выложили опросы по ожиданию роста инфляции от потребителей, и они вдвое превысили ожидания. Также акции падали вчера, ведь новый отчет показал слабые данные по доверию потребителей. И на этой неделе еще опубликуют немаловажные данные, а именно по ВВП США и еще один показатель по инфляции, за которым внимательно следит ФРС. Все эти отчеты будут в нашем Telegram, так что внимательно за ними следите, ведь сейчас они оказывают очень сильное влияние на рынок. Думаю, вы понимаете, что все эти тарифы вызывают максимальную неопределенность в стабильности экономики США в этом году, ведь пока эти пошлины не начали работать на 100%, сложно сказать, насколько сильно будет расти инфляция и сможет ли ФРС сдерживать ее рост без повышения ставок. Но как показывает практика, инвесторы всегда закладывают в цены как можно худший сценарий, из-за чего рынки показывают такое сильное падение. Поэтому будем следить за тем, что именно изменится, когда эти тарифы начнут действовать. Кстати, в ближайшее время мы планируем сделать видео, где разберем лучшие фундаментальные монеты на 2025 год. Поэтому, если вам интересна эта тема и вы желаете, чтобы видео вышло как можно раньше, поставьте 2000 лайков. Ну и конечно же дайте нам об этом знать в комментариях. Но как это отражается на инвестициях, догадаться нетрудно. Ведь в условиях такого экономического напряжения инвестиции в рискованные активы сокращаются до минимума. Это мы наглядно можем увидеть по оттоку капитала из ETF. За последние 2 недели отток почти составил 1 миллиард долларов. Это крупнейший отток капитала после прихода Трампа к власти. Но что нам дает эта информация? А то, что фонды сейчас взяли временную паузу и ждут, пока паника на рынке подуспокоится. И во время вот таких экономических напряжений лучше всего чувствует себя старое доброе золото, которое продолжает пробивать новые максимумы. Так получается, рынок будет падать дальше? А если да, то как долго? И до каких уровней? Что ж, давайте разбираться. Биткоин решил не продолжать консолидацию вот в этом треугольнике и пробил локальную восходящую линию тренда, а также уровень поддержки 90 тысяч. Те, кто смотрел это видео, помнят, что я говорил, что пробой этой ключевой поддержки приведет к тестированию 200 EMI выше уровня 85 тысяч. Так и произошло. При этом многие аналитики, один из которых Альфа Биткоин, предупредил, что падение биткоина ниже 90 тысяч рискует привести к падению к уровням 80 и 70 тысяч. К анализу биткоина также подключился известный аналитик Михаил Ван Депон, который написал, что биткоин должен забрать всю ликвидность в диапазоне 83-87 тысяч, а затем мы должны развернуться вверх. В принципе, логика в этом есть, ведь как вы видите, после каждой просадки биткоин собирает всю ликвидность, а именно заявки на покупку и лонги, что останавливает падение и формирует краткосрочный отскок. Тем более, если мы посмотрим на индикатор RSI, то увидим, как он тестирует зону перепроданности, а прошлые такие тесты приводили к развороту цены. Дополнительно нам нужно внимательно следить за той самой 200 EMI, потому что именно она обеспечивала краткосрочную поддержку биткоина на протяжении всего прошлого года и наблюдалось только 3 пробоя. Этот простой анализ с использованием базовых индикаторов уже подсказывает нам, что нужно готовиться к консолидации выше 200 EMI и ждать краткосрочный отскок. Кстати, в нашей подписке Pro мы учим всех участников проводить подобный анализ рынка своими руками, чтобы на его основе можно было находить лучшие точки входа. Те, кто не знает, подписка Pro — это очень полезный инструмент для всех инвесторов и трейдеров, потому что там мы предоставляем обучение для новичков, поддержку по всем опросам, помогаем собрать сбалансированный портфель и, конечно же, вместе торгуем. Поэтому, чтобы получать эти и многие другие преимущества, обязательно переходите по ссылке в описании. Еще одним явным сигналом, который намекает на фазу консолидации, является индекс страха и жадности, который упал до 25, что является критическим страхом. Такое значение индикатора сигнализирует о том, что сейчас инвесторы боятся, и многие продают свои монеты даже в убыток. В принципе, ничего нового, и так было во время каждой коррекции. Но давайте я вам напомню отличную цитату от Уоррена Баффета. Она звучит так: «Страх и жадность. Вспышки этих болезней в инвестиционном сообществе никогда не прекратятся. Их появление, продолжение
продолжительность и последствия предугадать невозможно. Да мы и не пытаемся. Наша цель скромнее. Бояться, когда другие жадничают, и жадничать, когда другие боятся. А ведь это именно то, что я пытаюсь донести почти в каждом нашем видео. Запомните, на 100% предсказать, где будет дно и начнется разворот, почти невозможно. И это не могут сделать даже крупные фонды, поскольку на рынке действует принцип спроса и предложения. Но хоть фонды и большие игроки не знают, где находится дно, они всегда придерживаются одной стратегии накопления, а также обращают внимание на ключевые уровни поддержки. Покупка любой монеты, если вы ее планируете держать в долгосрок, должна происходить по принципу DCA. Это мы неоднократно разбирали в наших прошлых видео. Суть проста. Первое, что вы делаете, это выделяете сумму для инвестиций, условно $1000, и интервал между покупками. Имеется в виду раз в день, неделю или месяц. Допустим, берем неделю. Таким образом, вы будете покупать, условно, биткоин на $100 один раз в неделю 10 недель подряд. Это чуть больше 2 месяцев. За счет этого вы сможете сформировать среднюю цену, и у вас будут деньги для усреднения, как раз таки на случай вот таких просадок. Я вам уже говорил, что по такой методике работает Майкл Сейлор, за счет чего у него средняя цена покупки биткоина составляет 66 тысяч. И думаете, он резко перестанет покупать из-за того, что рынок упал? Ну конечно же нет, друзья, даже наоборот. В понедельник Сейлор сообщил о покупке биткоина на рекордные $2 миллиарда по средней цене 97 тысяч за одну монету. Ведь Сейлор прекрасно понимает, что текущий откат – это лишь временная коррекция. Сейчас такого же мнения придерживается гендиректор Binance Ричард Тен. Не путайте его с CZ, ведь буквально вчера он заявил, что недавнее снижение общей капитализации крипторынка на 8% представляет собой тактическое отступление, а не структурный разворот тренда. Он отметил, что исторические данные свидетельствуют о том, что крипторынок, как и традиционные финансовые активы, реагируют на макроэкономические данные, но со временем демонстрируют высокую устойчивость. Он сослался на коррекцию 2022 года, точно так же, как и я в начале видео, во время которой биткоин временно упал ниже 20 тысяч на фоне повышения ставок ФРС, а затем восстановился по мере стабилизации рыночных условий. Тен подчеркнул, что текущий спад соответствует прошлым кратковременным коррекциям рынка, и это не указывает на фундаментальную слабость в криптосекторе. Волатильность цен часто демонстрирует нестабильность, но основные драйверы долгосрочного роста остаются неизменными. Институциональный интерес продолжает расти с большим притоком в ETF, несмотря на оттоки и регулярными подачами новых заявок. Binance также наблюдает устойчивый приток новых пользователей, что усиливает принятие данного сектора. Тен объяснил недавний обвал экономическими факторами, в первую очередь осторожной позицией ФРС в отношении процентных ставок. И он написал: важно отметить, что пауза ФРС временная. Недавнее падение во многом обусловлено осторожным подходом ФРС к снижению ставок. Хотя снижение ставок в марте сейчас выглядит менее вероятным, важно отметить, что денежно-кредитная политика основана на данных. Именно поэтому я ранее вам сказал, что нам очень важно следить за экономическими данными. Дополнительно он подчеркнул, что откаты рынка создают возможности для опытных инвесторов. Криптовалюта превратилась в класс активов, интегрированный в мировые финансы. Ее способность восстанавливаться после негативных экономических факторов мы уже неоднократно видели. И он оценил, что эта устойчивость подчеркивает важность сохранения долгосрочной перспективы, а не реакцию на краткосрочные колебания. В своем заключении Тенк рекомендует сконцентрировать свое внимание на долгосрочной перспективе, а также он посоветовал всем инвесторам сохранять спокойствие. И кстати, друзья, это очень хорошая рекомендация, потому что именно паника приводит к необдуманным действиям, что может привести к еще более высоким убыткам. И здесь мы снова возвращаемся к моим рекомендациям касательно долгосрочного инвестирования. Да, друзья, как бы вы не хотели сорвать джекпот и получить сотню иксов на какой-то монете, я в очередной раз вам напомню, что криптовалюта это не казино. Прежде всего это инвестиции, которые способны приносить профит в долгосрочной перспективе. Но также не стоит думать, что это касается всех монет. Конечно же нет. Когда я говорю о долгосрочной перспективе, я имею в виду фундаментал, ведь только он способен выжить, за счет чего, формируя свой портфель, нужно рассматривать топ-20, максимум топ-50, ведь чем дальше, тем больше риски. Но если уже идти на риски, то нужно делать так, чтобы процент этих монет в вашем портфеле был намного меньше, о чем я также говорил ранее вот в этих видео. Дополнительно не забывайте про соотношение, ведь конечно же ваш портфель будет в минусе, когда он набит мемами, которые падают на 80 или 90%. Не забывайте про такую стратегию, как 70-20-10, где 70% это не какой-то там мем с собачкой или котиком, а биткоин, ведь это база, 20% эфир и только 10% всякие альты, которые также должны быть фундаментальными. И о них я рассказывал вот в этом видео. Если вы желаете, то можно использовать 60-20-20, но с ростом альтов в вашем портфеле растет и риски более сильной просадки, ведь несложно заметить, что падение альтов всегда больше, чем биткоина. Но если вы думаете, что сейчас не самое лучшее время для покупки, я вам просто покажу, чем занимаются киты на внебиржевых торгах. По данным CryptoQuant, кошельки китов купили
26 430 биткоинов всего за один день 25 числа. Согласитесь, неплохо, как для одного дня. И как вы думаете, стали бы они накапливать эти монеты, если бы не верили в долгосрочную перспективу биткоина? Также, несмотря на некоторые индикаторы, аналитик фонда Bitwise поделился вот таким графиком и сообщил о динамике цены биткоина после халвинга, который сигнализирует о том, что большая часть его роста на бычьем рынке еще даже не наступила. А также еще один популярный аналитик напомнил всем инвесторам, что кроме ежедневной динамики цен криптовалюты, ее принятие со стороны больших игроков стремительно растет, о чем сигнализирует рост баланса биткоина среди публичных компаний. Да, сейчас далеко не 22 год, когда все реально было плохо, и крипта не получала приток капитала от больших инвесторов. Конечно, сейчас более благоприятные времена. У нас есть биткоин ETF, новое правительство в США, которое поддерживает крипту. Также мы видим кардинальные изменения в SEC, ведь за последние пару недель были закрыты многие судебные дела против криптокомпаний, и в целом то самое принятие крипты с каждым днем только растет, из-за чего мы не можем сказать, что эта локальная коррекция является началом масштабного краха крипторынка. Поэтому если вы, как и я, не планируете уходить и вы четко придерживаетесь своей стратегии, то продолжайте следить за нашими роликами, в которых мы разбираем много полезной информации. Также не забывайте про Telegram, где мы делимся свежими новостями, жмите колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки, и с вами мы, как всегда, увидимся в новом видео. Так что всем удачи, до скорых встреч!